Ты настоящий, Михалыч. Всем привет! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыч. И сегодня в рубрике «Фьючерсы» мы рассмотрим строение японских свечей. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике «Фьючерс». Свечи можно использовать для анализа различного типа данных, но в основном они предназначены для того, чтобы упростить восприятие ценовых колебаний на финансовых рынках. При правильном использовании данный инструмент помогает трейдерам правильно оценить вероятность изменения цен. Он также позволяет трейдерам и инвесторам формировать собственные идеи на основе своего рыночного анализа. Свечные графики – это графическое отображение изменения цены актива. На рынках существуют японские свечи, и зачастую трейдеры как раз таки анализируют рынок с помощью этих свечей. Это должны понимать все. Если у вас обычная японская свеча, и вы имеете бычью свечу, когда точка открытия ниже точки закрытия. И имеем медвежью свечу, когда точка открытия находится выше точки закрытия. Принято, что бычьи свечи имеют зеленый цвет, медвежий красный, но трейдер может настроить их цвет по своему усмотрению. У свечей есть два важных параметра. Это тело свечи, а также тень свечи. Тень свечи – это цены, по которым рынок двигался в процессе торгов. А тело свечи – это разница между точкой открытия и точкой закрытия. Ну, соответственно, если у нас последняя котировка, например, была бы вот здесь, мы бы имели вот такую свечу. Так вот, самое главное понять, на основе этих японских свечей выстраивается огромное количество торговых стратегий, способов и методов анализа. И самое главное, это очень неплохой способ для того, чтобы зарабатывать деньги. Вам не обязательно заучивать все паттерны, изучать полностью, как все работает, зубрить все эти паттерны, повешенные и так далее, головы с плечами, все такое прочее. Вам необходимо понять самый главный принцип. Итак, предположим, на рынке есть движение вверх. Начинает формироваться открытие бычьей свечи. Что при этом происходит? При этом происходит то, что начинает лидировать покупатели. И чем больше лидируют эти покупатели, тем будут больше расти котировки. В один прекрасный момент произойдет закрытие торгов и свеча сформируется. Но что произойдет, если по каким-то причинам в процессе торгов рынок дошел до определенной точки, а после этого сила покупателя оказалась недостаточной и появились продавцы? Что при этом произойдет? Цена логично будет понижаться. Поскольку в рынках появились продавцы, цена понижается. И предположим, что где-то здесь рынок закрылся. Таким образом на рынке формируется вот такая свеча. То есть формируется свеча с тенью и при этом формируется тело свечи. Теперь представим другую ситуацию. Предположим, та же самая бычья свеча. Рынок движется вверх. Здесь покупатели дали слабину. Рынок пришли продавцы. И рынок стал двигаться вниз. Двигался, двигался, двигался. Пройдя точку своего открытия, свеча становится медвежьей и начинает двигаться вниз. Здесь мы подошли, например, до какого-то уровня, и у нас снова появились покупатели, и рынок разворачивается
Теперь наверх. Пройдя точку открытия, свеча становится вновь бычьей и примерно где-то здесь закрывается. Теперь у нас сформировалась примерно такая тень. Тень сюда и тень сюда. И теперь давайте рассмотрим последний пример. Рынок опять движется вверх. Где-то здесь было много покупателей, но внезапно этих покупателей стало очень мало и цена начала снижаться. Теперь свеча стала медвежьей, рынок движется вниз. Вновь нашли каких-то покупателей. Возвращаемся назад и где-то здесь рынок закрывается. И теперь мы имеем уже медвежью свечу вот с такими тенями. То есть за каждой японской свечой стоят решения покупателей и продавцов. Первая свеча была очень наполненной и она была очень большой, поскольку в ней оказалось очень много покупателей, которые были готовы покупать по более и более высоким ценам. В следующих свечах покупатели оказалось также сильны, но рынок дошел до какой-то области и стал разворачиваться вниз, поскольку здесь у покупателей не стало хватать сил. На основании этого мы начинаем утверждать, что здесь покупатели хоть и сильные, но они гораздо слабее, чем в первой свече. Но при этом они все еще сильны, потому что точка открытия, точки закрытия. Третья свеча указывает на неопределенность рынка и на очень слабых покупателей. Почему мы так считаем? Поскольку рынок шел наверх, покупатели покупали и они были сильны. Рынок дошел до какой-то области и после этого стал разворачиваться. То есть сил у покупателей уже недостаточно. И для этого, чтобы закрепиться по высоким ценам, желающих покупать по высоким ценам было недостаточно. Рынок падает вниз. И вместо того, чтобы здесь найти точку опоры, поскольку цена же снижается, и следовательно низкая цена должна привлекать к себе покупателей, которые хотят купить подешевле. Однако рынок двигается вниз, что указывает на то, что покупатели, которые готовы покупать даже по сниженным ценам, недостаточно. Тем не менее, рынок доходит до какой-то области, где-то здесь находятся покупатели. Цена настолько бросовая для покупателей, что они покупают по текущей цене, потому что это край и все хотят купить. В итоге цена оказывается привлекательной для покупателей. И здесь все еще сохраняются покупатели. Но обратите внимание, что эти покупатели гораздо слабее, чем в предыдущем случае и чем в случае до этого. По сути, они очень слабые. И здесь мы даже можем говорить о некой неопределенности. То есть покупателей настолько мало, что все будет зависеть от того, что будет дальше. Если дальше появятся новые покупатели, возможно мы будем идти наверх. Но силу этих покупателей недостаточно для того, чтобы сопротивляться продавцам, которые могут появиться на рынке. Когда вы видите такую ситуацию, что рынок шел наверх, после этого опустился вниз и произошло закрытие, ниже точки открытия, все это указывает на то, что покупателей здесь было меньше, чем в предыдущем случае. И сейчас ситуация может полностью в корне поменяться.
Ну а дальше все по накату. Дальше вы понимаете, чем свеча становится более медвежьей, чем меньше у нее хвосты в противоположную сторону, тем больше здесь продавцов. Вам рассказал принцип, с помощью которого вы сможете сейчас поймать любой паттерн, любую механику рынка, понимать и вообще торговать в целом. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!